Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на июль месяц для знака зодиака Стрелец. У нас будет 4 карты. Это будет карта общая месяца, карта в отношениях, далее будет карта по работе и совет карт на месяц июль. Итак, прогноз на июль для стрельцов. У вас будет очень активный месяц. Активный, интересный, и эмоций будет много, и движений, и возможность чему-то поучиться. В целом месяц у вас будет очень активный, очень интенсивный, возможность получить то, что вы хотите, к чему вы идете, получить то, чего вы... Вот какую вы поставили цель, если у вас она есть. Вы подумайте, есть ли у вас цель. Есть ли то, чего вы хотите добиться? Иногда ответ на вопрос, чего вы хотите, самый сложный. Поэтому вот если у вас есть эта цель, вы двигаетесь к чему-то определенному, вы знаете, чего вы хотите, у вас получится этого добиться. Не нужно только быть, как сказать, безответственным, нужно брать ответственность на себя, быть ответственным за ваши решения. Любой поворот не туда или резкие движения могут вас вернуть, да, остановить, вернуть на изначальные позиции. То есть, следуя цели, вы обязательно смотрите по сторонам, двигаясь вперед. Не нужно нужно обращать внимание на людей рядом, но особо их мнению, может быть, даже не прислушиваться. Здесь важно именно ваше собственное чутье. Прислушайтесь к тому, что говорит ваша интуиция. По отношениям. Отношения здесь, если отношения уже существуют, здесь отношения будут спокойные в течение месяца, сбалансированные, я бы сказала, какие-то даже юношеские, удовольствие от нахождения вместе, приятные разговоры или времяпрепровождение, может быть, какие-то ситуации к тому, что вы можете чему-то научиться, либо у вашей второй половины, либо ваша вторая половина, научиться, может быть, как-то понимать друг друга и так далее. А если отношения только начинаются или их нет, то, возможно, они будут. Отношения, да, тоже такие, как я уже говорила, да, приятного времяпрепровождения, получения удовольствия от нахождения рядом, радостные очень, спокойные. Что у нас будет по работе? Знаете, по работе я бы тут сказала, что здесь больше у вас работа, связанная с семьей, нежели с собой работой. Больше работа у вас будет связана именно с налаживанием ваших семейных, почему-то, мне кажется, каких-то ситуаций, нежели с самой работой. Так, где же у нас все-таки работа? Давайте посмотрим. Где же у нас все-таки работа? Так, ну, в работе у вас здесь будет состояние выбора, то есть вы будете выбирать между, может быть, семьей и работой. Ну, это, конечно, бесполезная вещь. Работа нужна и семья нужна. И из-за этого будете находиться в состоянии какой-то неуверенности. Но в целом по работе здесь работа хорошая. Если вы работаете давно на этой работе, то вы прекрасно знаете, что эта работа вас устраивает. Вас устраивает и в денежном варианте, вас работа устраивает и в коллективе, и
в целом в работе, да, которую вы на работе делаете. Либо же вы по этому варианту, может быть, найдете такую работу. Давайте посмотрим, найдете это вот новая работа или все-таки старая. Так, это у вас интересный вариант. Здесь как будто вас провоцируют на какие-то ваши чувства. Здесь вам карты говорят, что у вас какое-то чрезмерное желание больших денег. Ну, я бы вам сказала, что вам нужно сконцентрироваться совершенно на другом. Вам нужно сконцентрироваться на спокойствии в семье и на удовольствии от получаемой работы. Потому что нахождение между работой и семьей вас только будет нервировать. Движение к большим каким-то деньгам, целенаправленное, забывание и забыть при этом про семью, вас опять поставит в положение неудобное для вас. Либо же вы выбираете чрезмерно отношения, но забываете про работу, вы опять уходите куда-то в минус, потому что кушать хочется всегда. Поэтому вам нужно найти какой-то баланс между этими двумя возможностями. И, знаете, если вы найдете баланс, то у вас и в семье, и в работе будет просто идеальная ситуация, знаете. И в семье идиллия, спокойствие и полная чаша, да, эмоций и удовольствий. И в работе вы будете получать удовольствие, и тех денежных средств, которые вы будете получать, вам будет хватать, если вы не будете желать прям дьявольски каких-то огромных денег, каких-то огромных возможностей. То есть я бы даже сказала здесь получать удовольствие с того, что вы имеете уже. И совет карты. Совет карты у вас принять ситуацию так, как есть. То есть то возможно. Я могу предположить, что то, что у вас уже есть, вы считаете, что этого мало. Вам нужно больше. И вы стремитесь к этому, вы поставили себе огромную цель. И пытаетесь достигнуть, как там говорят, впихнуть невпихуемое, примерно так. Пытаетесь достичь чего-то наибольшего. Я бы вам посоветовала все-таки, чтобы вы смирились с тем, что есть. Вы поняли, что то, что у вас уже есть, это уже неплохо. И когда вы найдете баланс в этом, вы будете себя чувствовать более комфортно и уверенно. Хорошего вам месяца!